Исторический орган в том плане, что это первый орган в Армении. Использовался он крайне редко. А зачем он нужен? Декоративно. Для фасада, Гимсхорн, по-моему. На открытие этого органа в 1964 году приезжал Дюрюфле. Но я труп не вижу. Он весь там или только часть? Практически. Ну, какие-то целые тут есть. Для этого органа писали Мансурян, Григорян и другие армянские композиторы того времени. Ящики положили на ящики-то. Аккуратно сложены. Вон, смотри, прям вообще нетронутый. На этом органе училось первое поколение армянских органистов. Потому что им казалось, что так это можно делать. Они же не спросили ни у кого. Кто этим занимался, просто вычислить бы этого человека, посадить его на какой-нибудь орган. Это не демонтаж, это варварство. Здравствуйте, дорогие друзья, ценители прекрасного. Сегодня обзор первого органа в Армении. Я сейчас нахожусь возле детской музыкальной школы имени Чайковского. Именно сюда он был перенесен в 1981 году, если не ошибаюсь, из Дома Союза армянских композиторов в концертный зал школы. Поскольку зал не позволял вместить такой большой орган, он был 31 регистр, достаточно высокий фасад у него, фотографию вы видите на экране. Из-за этого орган находился в нише, то есть органист спускался на уровень ниже, да, то есть со сцены обратно получается на уровень зала, и кафедра находилась ниже, и самые высокие трубы фасадные уходили под потолок. Здесь он пробыл примерно до 2014 года, использовался он крайне редко, об этом я расскажу чуть позже. Дело в том, что при переносе все язычковые регистры остались в новом органе, который использовала фирма Лигерклосс для постройки нового органа. Сюда он приехал, в сильно усеченном виде, и из-за этого он использовался крайне редко. Орган был вот здесь, то есть примерно, видите, эти белые колонны, да? Вот они. На этом уровне был примерно фасад органа. Сейчас, как вы видите, здесь его нет. Здесь сейчас ведутся работы по инсталляции другого инструмента, небольшого, 7-регистрового. Об этом будет отдельное видео, и не одно, потому что этим занимаюсь непосредственно я и мой коллега Гарри Еприкян. Что же стало с тем органом, какая его дальнейшая судьба, вы увидите, посмотрев этот ролик до конца. Кстати, подписывайтесь и заглядывайте в Facebook, там тоже есть публикации, которые я делаю отдельно, независимо от этого YouTube-канала. Давай вот так, сюда просто аккуратненько наверх поднимем. Сейчас я сниму. А сама педаль где? Там где-то? Нет, я имею в виду клавиатура. Да, сейчас увидишь. Вот это вот пульт. Вообще его бы по-хорошему как музейный экспонат на самом деле. Но это первый вообще. Слушай, ничего, кстати, вон пружинки целые все. Пружинки работают. Вот это, помнишь, как у Гимри у нас была такая же история? Слушай, здесь пружины лучше, чем в Гимри даже, они более четко срабатывают. Вот здесь уже, да, здесь уже не.
Малена, Тутти. Ну, там все электроника, да. Ну, пойдем смотреть трупы или трубы, я уж не знаю, что. А как там туда пройти? Это... Ага. Остатки былой роскоши. Вот так. Серьезно? Он весь там или только часть? Практически кроме пульта все. Ой, так, ну надеюсь, я тут... Ну, а мотор. Так, сейчас. Опа! Оба-бо. Какой-нибудь регистр крупный для фасада. Я вижу, да. Такие же. Но я труп не вижу. Вот, смотри, вот они. Вот этот металл мятый, это трубы, смотри. Твою дивизию. Да, что ты думал? Я думал, они как-то Положили друг на друга, вот так. аккуратно сложены. Да Господь с тобой. Кто здесь что аккуратно сказал, что здесь должны были сложить? В смысле, вот эти трубы... Вот холод. Нет, вот здесь вот лежат вот коннекторы. Там был передвижной резопульт или нет? А, ну слушай, вот, смотри. Вот здесь вот. Да? Да. Только надо... Сейчас знаешь, что сделать? Подожди. Надо как-то аккуратно вот эти вот убрать сюда. Ну, видите, да, что тут? Блин, он просто как пластилин уже. Я даже не знаю, как это положить. Хотя уже, мне кажется, хуже, чем есть, уже не будет. Швеллер. Кусочек. Вот какие-то целые тут есть. Если они сохранились. Вот они лежат в ящике. А, в ящиках все-таки? Просто их взяли, блядь, друг на друга сложили. Все, что видели, смотри. Я просто пытаюсь понять, здесь можно что-то из этого взять. Тут есть какие-то трубы целые, но они все... Что можно, а он все вот здесь находится в этих ящиках. А, ну давай, хорошо, сейчас сюда приду. Так, как мне тут? Прям по этому А идти? что, какие еще варианты? То, что ты не пройдешь, то сейчас что-то сломаешь, ай-яй-яй, скажешь, да? Вот в этих ящиках есть микстурки, я думаю, их можно хотя бы подо что-то сохранить. Слушай, они просто их свалили в ящики? В ящики положили на ящики, да. Как так можно? Скажи мне, пожалуйста. Потому что им казалось, что так это можно делать. Они же не спросили ни у кого. Вот кто это вот этим микстурка. занимался, как это делать. Я так подозреваю, Частично да. сохранилось, но я думаю, что вряд ли. Вон там все какие-то в перемешку с болтами. Все друг на друга свалено. Вот здесь еще ладно, здесь какие-то вот целые трубы. Прям практически не тронутые. Даже звучат. Вот это, конечно, да, все очень грустно.
Пружины. Там. О, кстати, ну смотри, вот. Гемсхорн, по-моему. Вон, смотри, прям вообще нетронутый. Вон. Вон, видишь следующий ящик? Да. Давай я туда пройду и посмотрю. Так, это воздуховоды. Вот. И, кстати, тут тоже микстурка. А, вот еще, смотри. Во. Вот это вот вполне себе. Вообще, по мне, так сделайте все. Я вам пришлю картинки Звучит. фасадов. И более того, я вам пришлю картинки декоративных фасадов электронных органов. Это делается. И можно будет сделать в этом ключе. И это сядет, Швеллер. я думаю, дешевле. Ну, в смысле, деталь от швеллера. Это Да, дорого да. будет восстановить и сделать. Здесь вот шлейф ходит. Да. Размеры, все разные. Деталь фасада. Трубы. И там даже соленоиды сохранились. А вы не знаете, в каком году он сюда попал? Просто кто этим занимался? Просто вычислить бы этого человека, посадить его на какой-нибудь орган или повесить за Миканята, там и Гарик злится. Ну, я понимаю, тут есть на что злиться. Вот это что такое? Вот что это? Это же силовая конструкция, да? Вот это вот. А это шлейф. Все просто вперемешку скинули, все вот. И главное, весь металл, все запчасти деформировались под весом своим. Естественно. Даже на бывшую не Вот это получилось. что это такое? Это же, ну, это просто варварство. Вот это, да, вот как он его так помнишь? Я не понимаю, ну вот, а вот там труба, вот это просто вот так вот. Как ковер сверху положили, естественно, она... Вот это все, это... Человека, который демонтажем занимался. Это не демонтаж. Ну да. Это не демонтаж, это варварство. Ну смотри, здесь что сохранено? Вот то, что в ящиках, оно еще подлежит... Нет, в принципе, конечно, и это тоже теоретически подлежит, но только я этим вряд ли мы с тобой будем этим заниматься. Это совершенно не... Зачем? Что мы тут? Именно под какие запчасти? Нам нужны реально для Гюмри это микстуры. Микстурки, да. Микстурка, в И принципе... они сохранились. Я думаю, вообще вот эти несколько ящиков, если бы мы куда-нибудь эвакуировали, был бы толк. Да, потому что здесь... Видать, это- ты увидел хотя бы? Нет, я ее пытаюсь найти. На той стороне есть трубы? Да нет там. Там есть, но они все мятые, они негодны. Вот эти вот тут трубы, вот еще... Маленькие только, годные маленькие. Вот еще два ящика, да. Вот я тебе говорю, они же стандартные соленоиды. Если они рабочие, то они, по крайней мере, хоть могут послужить, если что-то сломается, как запчасти. Их можно будет использовать аккуратней. Слушай, а мотор-то, смотри, мощный такой. Он старый, да. Старая еще система с этими. Смотри. Слушай, она с да. механизмом, ее нужно взять. Как раз если для детей, она лучше, чем... Да, согласен. И она, в принципе, целая. Ну, тут как бы ее просто отшлифовать, да, вот она. Да просто туда наверх, что ли, материал какой-то сделать, кожей делать или еще что-то. Школу. Ну да, для школьников это очень важно, с регулировкой изменения высоты. Это очень хорошо. Ветки возьмем, соленоиды возьмем обязательно. Маленькие трубы будем использовать, но самые Но их надо маленькие еще надо посмотреть, там все тоже Да. частично сплющено, их придется выправлять. А вот здесь можешь наклониться, вот здесь нету педальки, вот внизу, вот под фасадом, вот эта деревяшка, это не педаль, да? Это не педаль. Когда скажут, может, правильно так все плохо, из-за того, что враги кругом, я буду показывать вот эти трубы. Враги не кругом, враги, да, тут своих достаточно. С такими друзьями врагов не надо, знаешь. Не, я ожидал увидеть не такое, честно тебе скажу. Ты мне...
Не, я думал, что как бы оно, ну, по ящикам разложено как-то. Господь с тобой, кто этим будет? Или хотя бы просто они сложены друг на друга там аккуратненько, а тут просто, я не знаю, тут можно это охарактеризовать одним словом, но я его не буду произносить. Ну, вот вы видите, да, тут детальки. Вот так вот все аккуратно все сложено. Это первый ереванский, армянский вообще орган. Так, чтобы на секундочку вы понимали. Вот в таком он сейчас состоянии. Все, что сохранилось, это вот эти вот трубы. Вот они. Ну как сохранились? Ну, по сравнению вот с этим, да, можно сказать, что сохранились. В ящиках. Микстурки, в принципе, целые, более-менее. Вот они. Можно их даже где-то использовать. Все остальное вот в таком виде. Грустно это, конечно, все. Подводя итоги, хочу сказать, что, конечно, очень больно смотреть на то, как обошлись с этим инструментом. Вообще, это уникальный инструмент в том плане, что это первый орган в Армении. Может быть, он не слишком хорош был с музыкальной и технической точки зрения, потому что это обычный ригерклосс, стандартный. Но это орган, на котором училось первое поколение органистов армянских. Это орган, для которого писали Мансурян, Григорян и другие армянские композиторы того времени. И я считаю, что необходимо сохранить хотя бы то, что возможно сохранить. А там, ну, в принципе, есть что спасти. То есть там есть некоторые регистры, которые сохранились практически целиком, и пульт, который, в принципе, можно установить хотя бы в виде музейного экспоната. Я постараюсь это сделать, естественно.